Привет-привет, меня зовут Ада, и в этом ролике я расскажу вам про приезд своей подруги из Барселоны в Нью-Йорк. Соответственно, немножечко посмотрим Нью-Йорк, а также снова очередные поиски квартиры, да, уже в который раз. И еще расскажу немного о том, зачем же я так усердно копила $4000, немножечко больше. Но об этом в этом ролике, поэтому погнали смотреть! Доброе утро. Сегодня поняла, что у меня сегодня начинается бешеный месяц. Значит, можно начинать снимать и поделиться этим с вами. Я еще не встала, но у меня день уже начинается с очень важных моментов, а именно мне удалось подсобрать 4000 для одной очень важной цели. Я попозже обязательно расскажу, но сейчас мне нужно сделать перевод. Ну что, заинтриговала? Ну, тогда поехали, сейчас расскажу все подряд. Сначала немножечко проснусь, встану и все расскажу. Сегодня я смотрю квартиры. У меня 4 аппоинтмента на 4 квартиры, каждые полчаса. Все вплотную, буду надеяться, что буду успевать, потому что они все примерно в одном райончике находятся. Первый билдинг, со стороны уже увидела его, он очень красивый. Как ты здесь? Ну и начну я с того, что снова решила переезжать. Да, я нахожусь в поиске квартиры, очень не вовремя, очень неуместно, конечно, но мне нужно срочно и быстро съехать, переехать. Почему неуместно и не вовремя? Это потому что снова нужно где-то искать большие суммы на предоплаты, security deposit. Плюс, опять же, я не наладила свое финансовое положение с точки зрения дохода, кредит скоро, то есть я выгляжу не совсем презентабельно для человека, который может потянуть квартиру самостоятельно, поэтому мне снова придется прибегать к помощи гаранторов, поручителей так называемых, и, естественно, я этим воспользуюсь. Но это дополнительные взносы. Короче, все как обычно, все случилось в один месяц практически. Я до сих пор, если честно, вспоминаю вот сентябрь, октябрь, ноябрь, время как достаточно тяжелое и безумно насыщенное событиями и абсолютно кардинальными переменами в жизни, но этому всему я очень рада, как бы сложно это, конечно, не было. Вот, ну ладненько, погнали искать квартиру мне снова опять и еще раз. Это первые ребята, которые согласились пойти мне навстречу и рассмотреть ситуацию вне зависимости от моей кредитной истории и отсутствия дохода за прошлый год. Это круто, это очень круто. До этого момента еще такого ни разу не было. Отправляюсь в квартиру номер 2. В целом, эти поиски квартиры, можно сказать, оказались одними из самых тяжелых из всех предыдущих. Переезжаю уже, по-моему, там, не знаю, уже сколько, уже раз 6-7 эти квартиры смотрела. И это дался мне самый тяжелый, потому что я оказалась в самых неподходящих условиях для того, чтобы снять. Мне отказывались сдавать. Я признаю, что смотрела очень большое количество квартир. Получила более 30, наверное, отказов. Ну и многие квартиры мне, на самом деле, и не подходили, и не очень нравились. Но уже, конечно же, ближе к 30-му отказу я подумала, что пора поумерить свои требования тоже, потому что я тут, в принципе, тоже не очень-то соответствую требованиям лендлордов билдингов, и решила, думаю, ладно, хотя бы что-нибудь бы сдали, было бы уже хорошо. Именно поэтому, именно в октябре я решила уже меньше притираться к квартирам и была рада хоть чему-нибудь. Естественно, планка была задрана, потому что я сравнивала с предыдущей своей квартирой, которая была просто великолепная, с 2 огромными балконами, двухкомнатная, большая, высокие потолки, с видом на океан, с видом на Манхэттен. Планка задрана, да, я сравниваю с ней. Ничего рядом, конечно, не стояла на данный момент, но. Очень многие квартиры мне просто не подходили по локации, по метро, по еще многим факторам. Смотрим дальше. Короче, я поняла, для того, чтобы найти жилье, когда у тебя ничего нет толком из документов нормальных, нужно искать новое жилье, именно новый билдинг, которые только-только построены, потому что они очень лояльны к поиску новых тенантов. Билдинг нужно как можно быстрее заселить, им кажется, поэтому они идут очень сильно навстречу, на уступки и всячески поддерживают этот билдинг, например, они вообще предоставляют свою систему поручительства, которая стоит всего лишь $300-400. Для сравнения, до этого, когда я использовала сервисы поручителей, если у тебя плохие дела с документами и кредитной историей, чаще всего сумма была примерно равная 1 месяцу арендной платы. Здесь это просто $300-400. То есть все, в принципе, я могу заселяться. Буду думать. Поехали смотреть 3-ю квартиру!
В итоге у меня получилось все-таки найти квартиру, в которой мне подходило более или менее, и в которой были согласны принять всех моих животных, потому что это такой, на самом деле, очень существенный пунктик. В общем, меня были согласны здесь принять через гарантора, именно гарантора не человека, а, как здесь называют, third party guarantor. Это означает, что это будет именно компания поручителей, которой я, в принципе, уже пользовалась 2 раза. Сейчас очень интересная тенденция, все чаще и чаще встречаю билдинги, в которых даже несмотря на то, что это pet-friendly, уже ставят лимиты в 2-3 животных или по весу, чтобы животные в сумме там или поштучно, грубо говоря, не превышали какой-то вес. Плюс исключаются некоторые породы собак. Ну, так как я точно превышаю лимиты в 2-3 животных, у меня их 5 на минуточку, только никому не говорите. В этом билдинге мне немножечко пошли навстречу. И вот я попадаю в квартиру, которая мне в целом нравится. Это 7-й этаж, очень классная. К сожалению, я не успеваю. Ее уже сдали кому-то другому, пока я посмотрела. Буквально пару дней у меня заняло то, чтобы решить, что я действительно решаюсь на переезд. Когда я уже связалась с менеджментом, мне сказали, что эта квартира, к сожалению, уже сдана. Предложили другую на 2 этажа ниже, с другой планировкой. Покажу чуть попозже. Пожалуй, третья квартира, одна из самых лучших на данный момент, которую я смотрела, и оптимальна по цене. И там, по крайней мере, есть куда впихнуть диван, более просторная, кажется. По amenities и всем дополнительным штукам тоже удобнее всего. И вот он, 4-й билдинг. Как видно, на очень оживленной улице, опять же. Ну, блин, я здесь смотрела, да. С надеждой, что дома будет не очень слышно. Вот он. Все остальные последующие квартиры мне уже совсем не нравились, и поэтому я решила подаваться именно на эту. Вот. Ну а теперь самое время встречать подруженцев. У меня есть 1 часик до встречи с Лизой, Ташиной подругой, которая тоже хочет ее встречать в аэропорту. Поэтому я сейчас забегу в кафешечку любимую. Подругу зовут Таша, и она прилетает из Барселоны. И пока у меня есть время, я быстренько перекушу в кафешечке на Шипсет-Бэй, которая называется Валбери. Очень она мне нравится. Находится прямо возле канала, красиво, здорово. Встречаю подружечку Таши, и вместе мы летим в аэропорт. Здесь сейчас аэропорт очень сильно много чинят. Парковки на первом терминале, где нужно встречать, нету. Поэтому парковку пришлось ставить машину на 8-м терминале, только там есть парковка. От 8-го терминала к 1-му нужно было на шаттл-басе ехать, на автобусе. Мы только-только добрались, и вот только-только что приземлился самолет. Так что быстренько, впритык, буквально минуту в минуту летим встречать. Я еще такая думаю, а что меня шариками встречают? Я вижу шарики, точно не. Вот я встретила подружечку. Еду сейчас шаттлом обратно на 8-й терминал за машиной, чтобы забрать с чемоданами и со всеми вещами. Я так рада ее видеть. Я даже не думала, что это картонный чипец. Решили прокатиться на ферри до Манхэттена. Ферри оказался бесплатным. Сейчас прокатимся, посмотрим на статую свободы. И погуляем по Манхэттену немножко, несмотря на то, что дождь. Ее прилет — это очень большое событие в моей жизни, не только потому, что она моя подруга, и я ее очень давно не видела. Это один из первых людей, который оказался здесь, в Америке, после моего переезда. Это как какое-то связующее звено между прошлым и настоящим, которого я до сих пор не ощущала здесь. Я уже в Америке 6 лет. Почему еще все это круто? Будь я здесь туристом, я бы уже давно все везде пересмотрела, весь Нью-Йорк вдоль и поперек. Но так как я здесь живу, мне все время кажется, что вот сейчас доработаю и начну все смотреть. Вот сейчас вот этот вопрос порешаю и начну там отдыхать, смотреть что-то. В итоге 6 лет спустя я так до сих пор и не видела достопримечательностей Нью-Йорка. Я признаюсь, я не была ни в одном музее, но скоро я это исправлю. Поэтому эмоций было очень много. Ну вот, например, я ни разу не плавала на ферри. Из Стейтен-Айленда на Манхэттен мы взяли на ферри, решили проплыть, и это самый классный вариант для того, чтобы увидеть статую свободы, например, потому что это оптимальное расстояние между статуей свободы и, соответственно, тобой. Потому что когда приезжаешь непосредственно туда, прям к ней, ее особо не видно, потому что она тебе в упор стоит, буквально высокая такая. А с Манхэттена или с Бруклина откуда-нибудь, или из Нью-Джерси, она достаточно далеко. Вот, поэтому, если хотите увидеть статую свободы в оптимальном расстоянии, самое классное решение — это на пароме. Просто берете паром и плывете там из Манхэттена в Стейтен-Айленд, или из Стейтен-Айленда в Манхэттен, или там откуда-нибудь из Нью-Джерси. Но мне понравилось непосредственно из Стейтен-Айленда в Манхэттен. Таша, какие у тебя первые впечатления? Я пока еще не
Не поняла. Естественно, не пропустили мимо самого знаменитого быка, конечно же, а две огромные очереди. Почему две? Сейчас увидите. Очередь нет. Не настолько я к нему хочу, да? Здесь, как обычно, стоит очередь для того, чтобы сфотографироваться с, конечно же, знаменитым быком. Но прикол в том, что здесь две очереди. Часть из них хочет сфотографироваться спереди. И огромная очередь хочет сфотографироваться сзади. Очередь куда больше явно. Такое. Мы выбрали самую лучшую погоду для прогулок по Манхэттену. Я читала, смотрела, да, что типа, если вторгнуты цветы, то значит у этого человека был, типа, должен был быть день рождения в этот день. Также сходили посмотреть на мемориал башен-близнецов. Я сюда тоже ни разу не доходила. Это самый первый раз, когда я здесь оказалась. Я очень сильно оттягивала этот момент, но побывать здесь, конечно, стоило. Не, у меня такого нет вообще. Ну и, конечно же, девочки такие девочки. Ну как же без шопинга? Ну как же без шопинга? Ну, естественно, никак. Ладошки чьи-то. Это ближе, чем я думала. К вечеру добрались уже до пожарной части, где снимались непосредственно охотники за привидениями. Это действующая пожарная станция, она работает, но здесь очень много символики по охотникам за привидениям. И даже немножечко спойлерну, в июне здесь снимался фильм, очередная часть, которая вот-вот недавно вышла только. Краны, снималась она прямо возле моей студии. Всю дорогу перекрывали, пару блоков. У меня даже есть кадры со съемок. Может быть, обязательно поделюсь, а может нет, не знаю еще. В сторис в Инстаграме, как всегда, намного больше инфы актуальны, потому что я такие вещи публикую сразу же. Соответственно, все видосики о том, как проходят в Манхэттене съемки фильмов и как это все изнутри выглядит, я сразу же показываю, делюсь. Так что подписывайтесь, если что, на мой Инстаграм. Ну и, естественно, покушать. Я считаю, что день удался. Мы налазились прилично, осталось только поесть и ехать домой. Как твой первый день? Не знаю. Почему я не очень excited? Почему я очень спокойна? Вот у меня вопрос. У многих там люди уже, наверное, прыгали на потолке бы и просто уже бы вот так вот. И я вообще-то такая спокойная. Ну, как-то типа, ну, прикольно. Ну, мам, я в Нью-Йорке. Ой, извините, я в Нью-Йорке. Простите. Не могу говорить сейчас, перезвоните. Я просто очень спокойна. Наверное, я просто понимаю, что типа город прикольный, но вот точно город не для меня. Вот как бы вот интересно, но на этом вот все. Это, наверное, и очень сильно отличается от Европы. Прям очень. Я прям... Но сильно по-другому. Я не то, что типа вот тут вот так плохо, там так хорошо. Не, просто все по-другому. Ну, прикольно и очень быстро. Очень вот прям такой... Ну, я так и представляла. Это что, когда я говорила, что да, Нью-Йорк, он действительно не для жизни. Ну, вот здесь можно поработать, приехать, побывать, но вот прям как для жизни угнетает. Я бы, наверное, устала. Вот если бы я жила на Манхэттене, я бы точно бы... Здесь люди, кто городские, вот, а я, наверное, мне надо в загородном доме. Дом, собаки и все, я счастлива. Чин-чин. Сегодня у меня день для себя. Ташу будет сегодня развлекать подруга Лиза. Завтра еще очень достаточно особенный день. Я пока не скажу, что за он. 22 число, 22 октября. Я немножко плохо спать начала даже из-за этого. 26 числа, 26 октября будет еще более ответственный день. Я еще больше волнуюсь. Но опять же, говорить я пока не буду, о чем речь. Я обязательно скоро покажу. Уже вечер на дворе. А значит, я готова к концерту. Поехали. Очень прикольно. Я успела. Потому что ровно за мной закрыли дорогу и больше сюда на паркинг никого не пускают. Пипец. То есть вот сейчас ребята спрашивают, можно ли еще сюда заехать. Но нет, нельзя. Моя машина просто последняя в паркинге. Пользоваться паркингами для специальных ивентов вообще не вариант. $66 за, ну, сколько там концерт будет? Часа 3 максимум. На этом районе просто машину поставить вообще негде. Я уже за сколько не бывала именно на машине. Паркинги найти прям проблема.
Так случилось, так получилось, что ровно в это же время проходил концерт, на который я купила билеты уже задолго до, давным-давно. Я не пропускаю практически в последнее время концерты Депеш Мод. Мне они очень нравятся, эти ребятусечки, поэтому я иду на концерт Депеш Мод. Депеш Мод просто красавчики, полный восторг, полное, я не знаю, счастье, полные штаны радости. Я, честно, я вот уже на втором концерте у них побывала, и если они будут давать еще в следующем году, я обязательно, скорее всего, пойду. Смотреть на них и просто проводить время так я обожаю, мне нравится, они классные, супер. Кстати, этот концерт отличался немножко от предыдущего, эта программа, потому что уже более послековидное время, чем тогда, людей было больше, а точнее полный sold-out. Депеш Мод, я вас люблю. Чудесные недели с подругой проходят замечательно. У нас, оказывается, было очень-очень много всего, чего мы не успели друг другу сказать. Я очень рада, что она приехала. Просто нереально, потому что нужно ценить друзей. Я, наверное, до этого приезда не понимала даже, насколько она мне дорога. Мне кажется, эта поездка очень многое меняла и улучшила в наших отношениях. Меня мандражирует все и больше с каждым днем. Сегодня 24, 23, 24. Послезавтра день X. Ладно, рассказываю. Настанет завтра этот самый день X, и, мне кажется, уже, я немножко сейчас веду в курс дела. В общем, событие, о котором я хотела рассказать, это мои собаки. Я их не видела 4 года. Я сама пыталась их забрать. У меня за эти 4 года более 16 отмененных рейсов, и я обратилась в службу карго доставки животных. Вот у этой компании намного лояльнее прайс. Мне вышло на данный момент пока что в 4200 примерно. Компания очень классная. Они полностью сопровождали весь переезд, видео и фотографии мне присылали. И они сегодня, компания, это проговорили условия о том, что они беспокоятся за Вету, потому что она очень сильно кашляет, и она старенькая, и они не гарантируют, конечно же, ничего. Это на моей ответственности. Просто предупредили, что они в случае чего не возвращают деньги и призывают к пониманию ситуации, что она не молодая. Я понимаю, что они обязаны это проговорить, она на данный момент все хочет чувствовать себя хорошо, все хорошо. Ну, конечно, после таких слов не тревожиться очень сложно. Я очень переживаю, но очень надеюсь, что все будет хорошо. Знаете, для меня, когда я переехала в Америку, это как будто моя жизнь поделилась на 2 части, до и после, потому что оттуда ничто не пересекалось сюда. Ни люди, ни работа, ни жизнь, ни какие-то взаимодействия, ни контакты, ничего. Это просто абсолютно новая жизнь с абсолютного нуля. И несмотря на то, что мы вроде с подругой общались, но это все становилось реже и реже. Но когда она прилетела ко мне сюда сейчас, у меня какой-то в голове, знаете, как будто что-то поломалось. Потому что еще ничего сюда не попадало оттуда, из моей прошлой жизни. Ничего и никто. Она первая появилась, и она как будто бы соединила мою жизнь. Как будто бы соединила эти 2 части. Мне ж легче стало, если честно. Я не знаю, как это объяснить. Я просто что-то расклеилась вообще.
Чуть позже я увидела, что квартира в одном из билдингов, в которых я уже жила, Авалон, появилась свободная квартира, ну и мы с Ташей решили посмотреть ее тоже на всякий случай. Посмотрели, но я им, к сожалению, уже не подхожу. Меня этот билдинг брать больше не хочет. Мне нужно подтягивать свой все-таки кредит-скор для того, чтобы туда заселиться. Поэтому снова возвращаюсь на шаг назад. И это ничего страшного, все будет, все впереди. Делать шаги назад не впервой, и я знаю, что это совершенно не проблема. Ну а дальше на работку еду, потому что никто не отменял татуировочки. Работаю в штатном режиме. Ташулька, если что, периодически со мной, тоже иногда работает в соседней студии или у меня в студии. Пока у меня аппоинтменты, я, естественно, очень сильно нервничаю и переживаю, и огромный стресс, потому что мои собачулечки в пути. Вся дорога занимает около 6 дней. Все эти дни я нахожусь немножечко в подвешенном таком состоянии, в стрессе, в переживаниях о том, как они, потому что это огромная ответственность. Но хорошо, что меня держат в курсе их передвижений. Это не снимает, конечно, сильно мою эмоциональную составляющую. Я просто считаю уже не то, что дни, я считаю часы до встречи с ними. Скорее увидеть, обнять, забрать к себе моих роднулечек. К счастью, мне встретились только самые замечательные люди, которые окружили моих собак просто невероятной заботой, абсолютно искренне и сделали просто кратно намного больше, чем необходимый вообще минимум, который предполагался. Они сделали намного больше, чем вообще я предполагала. Огромное спасибо, что такие теплые, искренние, настоящие люди встретились на всем этом пути собак прям из дома сюда, в Нью-Йорк. На каждом пункте передачи. Особенно благодарна компании Daily Dog. Я их контакты оставлю. Могу рекомендовать смело. Ребята сделали все просто на высшем уровне. Огромное спасибо, огромный поклон. Daily Dog, вы лучшие. Также в аэропорту компании Lot, польские линии, очень тоже круто, классно за собаками ухаживали, выпускали их из клеток, кормили, гуляли. Все замечательно. И мне присылали отчеты постоянно. Я в восторге. В который раз убеждаюсь, что люди, которые работают с животными, они плохими быть не могут априори. Класс. Огромное спасибо. Ну и вот настал день X, а именно денечек прилета собачек. Да, у них один вылет отменился, и все это перенеслось на еще один день. Но вот они уже прилетают. Вот-вот-вот. Я их скоро увижу. Первое, за что я переживала, это за их состояние здоровья, потому что они совсем не молодые. Как только я увидела, что все здоровы, живы и чувствуют себя прекрасно, у меня сразу отлегло. Я успокоилась. Такой просто огромный груз спал с плеч. Собаки в прекрасном состоянии. Второй момент. Я, если честно, думала, что они меня не узнают, потому что они меня не видели 4 года. Это не страшно, конечно, но была искренне удивлена и просто невероятно рада, когда поняла, что они меня узнали. Они меня узнали, и просто это до слез. Уже в этот день не было ни сил, ни эмоций что-либо записывать. Я просто вдоль и поперек пережила все от спадов до подъемов, такие качели по эмоциям. Это просто ужас какой-то. Покупала эти лежаки еще 2 года назад, именно для Хэма и Веты. И вот сейчас они все еще в целости и сохранности для моих зайчиков. Смотрите, у меня здесь еще один есть. Веточка, иди сюда. Вета, иди сюда. Залазь внутрь. Давай жопочку помогу. Оп. Смотри, как классно. О, какие классные. Ваши места вас заждались, да? Да, мои зайчики. Сейчас водички принесу. На утро чуть-чуть отдохнувшие, когда собачки отдохнули, отошли немножечко тоже от перелета. Я решила познакомить всех животных с кошечками и с еще одной собачкой, французский бульдог Аджайны. И вроде как встреча прошла тоже адекватно. Лучше тоже, чем я предполагала. Класс, все оказались дружными в результате. Супер, теперь доживем классной, дружной семьей, 5 животных и я. И уже по накатанной традиции решили посмотреть еще одну квартирочку. Ну, почему бы и нет, да. Классные квартиры, здоровские условия, все шикардос, все супер, все классно. Но райончик с видами на кладбище. Кстати, меня это не смущало, не сильно, честно. Но район сам по себе такой очень достаточно пустой, немножечко веет какой-то, не то чтобы опасностью, но вот то, что путей сообщения рядом особо нету, до работы добираться сложнее, дольше, магазинов меньше, практически там надо куда-то ехать, куда-то идти, непонятно куда. В общем, сам райончик единственное, что не зашел, но билдинг был классный. Ну и пришло время
время посмотреть квартиру, которую для меня готовили, конкретно ту на 5-м этаже, когда мне на 7-м этаже не сдали, потому что ее уже сдали кому-то другому, мне предложили другую на 5-м этаже. Наконец-то мне решились ее показать, потому что там делается ремонт после предыдущих тенантов. Я уже на нее готовлю документы, я в нее потенциально переезжаю, но, конечно же, хотелось бы глянуть вживую, поэтому меня пустили посмотреть. И смотрю, да, квартирочка ничего такая, нормально, чуть-чуть похуже, чем на 7-м этаже, меньше кухня, а у меня посуды очень много, я же готовить люблю, да. Ну да ладно, ничего. Но, как говорится, Ташулечка не каждый день в Нью-Йорке, поэтому гулять, фоткаться, общаться, погнали. Ваечку, конечно. Кто мне не сказал, что мы к воде идем? Ваечку, конечно, надо было бы взять. Потому что купить-то слитую, которая называется байка. Которая называется байка? У меня есть вообще есть. Ну, а после забежали в аптеку, показала, как тут они выглядят. Это практически как наши универсальные магазины. Здесь есть все, можно купить все, что угодно. Это намного больше, чем просто аптека. Ну и, кстати, натолкнулись на один такой интересный случай. Я, конечно, не снимала, сообразила только после. При нас тут, конечно же, немножечко женщина обокрала аптеку. По-моему, так, если до $1000 кто-то что-то там ворует, их особо даже не останавливают. Даже security на входе или на выходе, даже если кто-то видит. Вот, я не совсем поняла, что произошло. Девушка просто набирала конфеты пачками в сумку, у нее там что-то чуть-чуть упало, я даже ей помогла, подняла с пола, она опять запихнула это все в сумку и просто вышла. А сотрудники ничего не сделали, и типа здесь это ок. Ну вот на данный момент получилось так, что застала вот такое событие совершенно случайно. Но насколько я знаю, здесь происходит такое достаточно часто. А потом, естественно, опять же кушать. Мы нашли случайно такую типа столовочки, но эта столовочка переплюнет любую кафешечку, я вам скажу, потому что приготовили, несмотря на то, что это не веганская кафешечка, мне приготовили просто шикарную картоху, потом второй раз ходили макарошечки с овощами, сделали все по вегану, все красиво. Накрыли, как вот, знаете, в гости к бабушке пришел или там к маме приехал, и вот стол прям вот все, закусочки, все экстра, все прям было в лучшем виде. И вот знаете что? Я забыла, где она находится. Ташечка уехала, а я ей до сих пор пишу: Таша, пожалуйста, давай вспомним, где это было. Я не могу вспомнить адрес, я не могу вспомнить название, но я так хочу туда еще. Вечерочком мы решили прокатиться на фуникулере. Он соединяет Рузвельт парк и Манхэттен. Я тоже здесь ни разу не была. Все когда-то бывает первый раз, поэтому спасибо тебе огромное, Таша, что ты прилетела. Я хотя бы Нью-Йорк посмотрела немножко. Виды просто шикарно, и очень классно, что у нас получилось сделать это именно вечером, с ночными видами. Какая красота! Я обязательно еще вернусь покататься в дневное время, но ночью это просто невероятно. Ну, а потом, конечно же, покушать и быстренько домой отдыхать. Нужно срочно, быстренько отдохнуть перед следующим насыщенным деньком. Очень незаметно пролетели эти 2 недели. Вот сейчас отвожу Ташу в аэропорт. Почти ничего не получилось снимать толком. Ну, наверное, это хороший знак. Значит, мы отлично, хорошо провели время. Хотелось бы, конечно, больше, чтобы это было как отпуск. Но сейчас такое время, что очень много чего свалилось. И по занятости, и по загруженности. И у меня очень много перемен, о которых я буду вам скоро рассказывать. Очень много перемен. И все. Таша улетела, точнее, уже в аэропорту. У нее вылет через 2 часа. И вообще эти 2 недели пролетели абсолютно незаметно. Столько всего в одно время. И собаки, и личные отношения, и подруга. И все как-то в одно время, переезд, смена жилья, и это все в одно время. Но самое главное, хорошо, что она приехала, это очень было важно. Во-первых, я завтра же подаюсь на гражданство, чтобы иметь возможность тоже к ней прилететь в Барселону. У нас вся дружба на расстоянии постоянно. Да, я
Завтра подамся на гражданство, чтобы иметь возможность выезжать в Европу. Белорусский паспорт у меня просрочен, нет возможности получить его, я собираюсь домой. Значит, и визу я получить тоже не могу. Единственный вариант — это в данный момент подаваться на гражданство, и я уже давно могу, с января этого года, я живу здесь 5 лет, 6 уже почти. Но мне просто не доходили руки, и это очень прям странно, что я не нашла времени для такой процедуры важной. Плюс я еще сомневалась насчет имени, менять, не менять. Здесь меня позовут по-разному. Но, кажется, время пришло. Мне очень дороги люди, которые сейчас находятся в Европе. Я уже задолбалась реветь. На самом деле сейчас в жизни все только налаживается, и у меня сейчас абсолютное предвкушение новой жизни, какого-то начала. И в моих руках его организовать в лучшем виде. И для ютубчика, надеюсь, тоже время буду находить намного больше. Люблю вас. После всего происходящего отправляюсь на сайт Госдепартамента делать документики. А на этом все. В следующем ролике расскажу про дела студийные, а именно продолжение, вторая часть предыдущего ролика, и студийный переезд, и подготовка студии к запуску. Ну а на этом все. До скорой встречи в следующих роликах, поэтому не забывайте на меня подписываться, ставить колокольчик, чтобы не пропустить выход новых роликов. И я напомню, что с вами была Ада. Обнимаю. До скорых встреч!